Дворянская усадьба Муромцева под новым углом в выставочном комплексе города Владимира состоялось торжественное открытие выставки Александра Волкова «Не все, что здесь цвело, увянет, не все, что было здесь, пройдет». На экспозиции представлены работы, посвященные имению Храповицкого, 39 картин. Одна из целей художника – обратить внимание общественности на процесс реставрации имения. Картины написаны в разные времена года, в период с 95 по 2014 год. Тогда Александр Иванович даже представить не мог, что однажды соберет свои любительские этюды в экспозицию. В первую очередь художника заинтересовала история имения. Александр Валерьевич работает в редкой для Владимирской области технике сухой пастели на наждачной бумаге. Я вдохновлялся самим имением, местом, которое. Место очень хорошее в плане энергетики. Это был раньше, во времена Храповицкого, был такой хороший, сильный центр культурный на этом месте. Там был театр. Несмотря на увлечение искусством, у Александра Ивановича совсем не творческая профессия. Он работает директором центрального филиала страховой акционерной компании «Энергогарант». По словам бизнесмена, если в человеке есть творческое начало, он к любой работе подойдет с творческой стороны. Самое главное, я хотел передать свои чувства, которые я испытывал, находясь где-то, там в имении Храповицкого, там где-то около храма нашего православного и так далее. И это самое главное, то есть то, что находилось внутри меня, я хотел это посредством, скажем так, этой техники рисования просто передать свои чувства, ничего более. Одним из первых посетителей экспозиции стал директор областного центра пропаганды изобразительного искусства Андрей Александров. По его словам, он открыл для себя нового художника, ведь с работами Александра Волкова раньше не встречался. И зная, что у него отсутствует художественное образование, я считал, что сейчас я встречусь с неким наивным искусством, но я ошибся. То есть я увидел работы зрелого, я не побоюсь этого слова, мастера, со своим мировоззрением, со своим мироощущением, со своей этой жизненной позицией, очень с глубоким художественным мышлением и высокой художественной техникой. Выставка продлится до 15 января 2017 года. Цена билета – 150 рублей. Для школьников, студентов, пенсионеров – 75. Игорь Липский, Виталий Сергиев. Губерния, 33.